Понятие четвертое. Требования к целям. Допустимые цели. Большинство людей, собственно, они на цели и не выходят по разным причинам. И это одна из причин, почему их жизнь пресная, глаза скучные, энергии не хватает. Да, потому что энергия– это источник жизни, и источник номер один– это цели. Да, вот ради чего человек живет. Желательно, чтобы человека переполняла энергия. Вот наша задача в идеале найти ответ так, чтобы на десяток лет вперед, да, была четкая перспектива, к чему я хочу прийти, и я понимаю, как туда идти. Вопрос, на который нужно найти ответ. Вот как поставить такую цель, ну и правильно сформировать отношение к ней, чтобы в душе все горело, да, чтобы хотелось жить, да, чтобы хотелось... Проснулся, глаза открыл, вскочил и побежал. Да? Вот как? И пока человек не найдет ответ на этот вопрос, у него все будет скучно, медленно, вяло. По крайней мере, намного медленнее, намного скучнее, чем могло бы быть, когда у человека сияют глаза и крылья за спиной. А в основе лежит, ради чего человек живет. Да? Поэтому мы эти вопросы рассматриваем. И у кого-то есть достаточный объем информации, вопрос, на который он ответил раньше, да, он их изучал. Ведь вы не можете там, все, я выучу математику, изучаю за 5 минут. Ее нужно учить много лет, а вы не можете за 5 минут ее выучить. Вы не можете за 5 минут познать себя. Вы не можете за 5 минут освободиться там, от страха, от лени. Вы не можете это сделать мгновенно. Да, это вот духовное взросление человека. Цели нет. Младенец в духовном плане. Да? Поэтому, чтобы вы имели в духовном плане аттестат, один из ключевых показателей– ваши цели. И не просто цели, а которые вас зажигают. А сегодня, на следующем занятии, нам нужно рассмотреть, какие цели допустимы. В данном случае будут не сами цели, а вот нам нужно найти диапазон, да, вот, круг возможностей, на которые есть смысл смотреть. Каким образом это делается? Чтобы решить задачу, да, там, физика, математика, прописываются условия. Да? Вот условия такие-то, пожалуйста, найди ответ. И нам нужно будет прописать условия, требования к нашим целям, да? Ну, непонятно, логично, следует из законов, прописать требования, и тогда цели, где они должны находиться, да, ответ становится очевидным, тогда просто нужно уже перебирать варианты, которые будут соответствовать этим требованиям, и остановиться да, на одном из них. Сегодня нам нужно сконцентрироваться на круге возможностей, то есть где нам искать свои цели, да, с перспективой лет на 10. Итак, в двух словах. Первый блок вопросов– это сами требования к целям. Они должны в целом, первый блок, что соответствовать человек, цели должны соответствовать. Первое– уровню человека. Да, если вы зафиксировали там середина третьего, выше, ниже, то цели должны находиться здесь. Они не должны находиться ниже, они не могут находиться намного выше. Если выше, то чуть-чуть. Но в целом соответствовать по уровню раз, по типу, да, то есть к чему вы расположены. Да, вот вы должны работать с людьми, это творческое, или какие-то там точные расчеты. Вот по типу ваше это что? То, что мы будем делать, вы можете там что-то думать, но наша основная задача– это считывать информацию, получать, да, по тонкому миру. Да, по типу должно соответствовать. Причем не обязательно, чтобы это было на поверхности. Не всегда, скажем, то, что вы умеете, будет соответствовать тому, что от вас хотят высшие силы. Да, потому что что-то вы могли и избегать в силу тех или иных причин, разных причин. Да? Но нам нужно понять. Да, второе, вот, в каком направлении смотреть. То ли с людьми, неважно, преподавание, там, управление, да, то ли творить, то ли там точные науки, ну, неважно, у каждого свое. По типу, да, то, что вам рекомендуют. По доходам, да, какой у вас доход должен быть в соответствии с вашим потенциалом. По позитивности, да, то есть если вы считаете себя духовным, не может быть негативная атмосфера сильно уж вокруг, да.
По крайней мере, цель должна быть поставлена соответствующая. По позитивности. Дальше, пятое, по потенциалу. Да, то есть что-то, может быть, и нужно преодолеть, но это не должно быть так, что радикально отличается. Предположим, нужно получить 2 высших образования. Нет, это не годится. Да. Потенциал или он должен быть раскрыт, или там нужно копнуть, он не очень глубоко заложен. Может быть, чему-то нужно поучиться, да? Но цель не может радикально там, на 2 воплощения от вас стоять или там огромные чрезмерные усилия. Она должна быть не очень далекая от того потенциала, который у вас есть. Шестое – это вашим кармическим задачам и тем обязательствам, которые вы брали перед высшими силами. Да, то есть один из основных законов – это соответствие. То есть цели, которые ставит человек, должны соответствовать тому, кем он является. Да, кем он является и какие требования к нему предъявляют высшие силы. Жизнь на Земле – это учеба. Да, уровни развития заложены в человеке изначально в виде чакр, да, в виде там, первоначальной памяти чакр, в системах, которые еще не распакованы, не раскрыты. И задача каждого человека, который воплощается на Земле, пройти через все воплощения по всем урокам, которые предназначены для человека, и сдать все зачеты. И научиться работать руками, да, быть активным, быть честным, в соответствии с законом, да, по Муладхаре, да, все в этом мире заслужить. И по второму уровню научиться управлять, научиться распоряжаться деньгами, в том числе, организовывать процессы. По третьему уровню, да, научиться быть бесстрашным, научиться быть лидером. Да, по четвертому уровню научиться работать с информацией, там, быть, да, и профессура, духовные учителя. Поэтому общий подход. Человек вот воплощается, ему нужно пройти все, но с неизбежностью все его показатели должны постоянно расти. Поэтому общий подход, человек должен поднимать свои показатели. Поэтому первое – получить показатели. Второе – круг возможностей. Это соответствие вот этим показателям. Может быть, если они чуть-чуть повысятся, то они должны повышаться чуть-чуть. Вот, предположим, если уровень, да, там, предположим, 2,5, да, середина третьего уровня, то цели должны рассматриваться 2,5, максимум там 2,7. Это потолок. 2,5, 2,6. Точно так же примерно в таком небольшом диапазоне показатели могут колебаться и остальные. Они не могут, их не нужно, чтобы они радикально, да, поднимались. Да? То есть если у человека сейчас нет зачетов, там, влияния на аудиторию, да, предположим, ну, там, ведение занятий или исследователя, не надо ставить эти цели. Третий уровень, пожалуйста, достижение должно быть на третьем уровне. Второй, достижение должно быть на втором. Поэтому первый, фиксируем показатели. Второй, вот это и чуть выше мы описываем, что в целом здесь может быть. Да, это то-то, то-то. И дальше, когда мы написали там такой-то уровень, такие-то свойства, следующий шаг, мы выбираем те варианты, которые в принципе могли бы быть, чтобы это было приличное число вариантов, из которые потом можно мониторить, да, понимать, какие ближе, какие дальше. Да. Не всегда вот то, что карма ожидает человека, человек готов принять. Поэтому нам нужно пройти путь, да, чтобы у нас были и сами ответы, и вокруг этих ответов, чтобы было поле подготовленное. Да. Мы там ни страхи, ни сомнения не мешают. У нас есть понимание, кто мы, есть понимание там, предыдущих воплощений, да, на что мы опираемся, что ограничивает, да, вот в чем сила, чтобы вот ответы они были сильными, чтобы они были устойчивыми. Да, когда вы все это продумали, там, промедитировали, пережили, подтвердили многократно, все, ваши ответы, они сильные, они дают энергию.